Добрый день, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал. И в этом видео, дорогие львы, я расскажу ваш гороскоп на март 2024 года. Ну что, мои любимые, присаживайтесь поудобнее, будем разбираться. Итак, дорогие львы, каким же для вас будет, собственно, месяц март? А он ни много ни мало будет для вас очень продуктивным и плодотворным. По крайней мере, первая его половина будет очень активной, будет коммуникабельной, будет с такой деловой ноткой, с деловой жилкой, и получится сделать очень много дел, то есть продвинуться в своем деле гораздо дальше. То есть если вы все это время топтались на месте и вам казалось, что не получалось, было сложно, было как-то невыносимо, да, то, скорее всего, в конце февраля история эта закончится и станет такой более продуктивный настрой, и этот настрой сохранится почти до середины марта. До 13 марта будет как раз-таки это самое настроение, нацеленное на работу, нацеленное на будущее. И здесь на самом-то деле я бы вам советовала в этот момент внедрять все, что хочется, следовать своему пути, своему плану, ни в коем случае от него не отказываться. Возможно, что стоит что-то изменить в пути, в дороге, да, возможно, стоит изменить общение некое, да, то есть одних коллег переключить на других в том числе, то есть найти новую коммуникацию в том числе получится. Возможно, даже необходимо будет для работы совершить командировку. Это прекрасное время будет для вас. Вы оцените все вложенные свои труды, но придется, конечно же, потрудиться. Это время хоть и продуктивное, но не говорит о том, что можно лениться. Если же все-таки хочется полениться, то для этого как раз-таки идет третья неделя марта, и здесь понимаете, что можно отдохнуть, расслабиться, наметить себе план, релакс, поездку, путешествие, да, то есть немножко сменить фокус внимания даже в работе. То есть если мы говорим про работу, да, то первые 2 недели марта такие прям активные, продуктивные, третья неделя она такая более-менее расслабленная, и как раз-таки в этот момент в третью неделю подойдет очень хорошо, будет идти, легко будет идти, я бы так сказала, творческие работы, да, работы как раз-таки проекты, которые вот давно не было вдохновения запустить. То есть если вы работаете в творческой сфере, третья неделя марта для вас будет прекрасная, для вас будет как раз-таки отличная, и вот это вдохновение к вам придет, да, для того, чтобы схватить вот это настроение и действовать вместе с ним. В конце марта у нас с вами коридор затмений, и здесь понимаете, да, с 25 марта по 8 апреля у нас с вами коридор затмений, и этот коридор затмений для вас как раз-таки будет, я бы так сказала, ну, немножко сложноватый. В чем сложность? Сложность в осознаниях, сложность в мыслях, которые придут. И я, конечно же, советую в коридор затмений ничего нового не начинать, потому что это не тот коридор затмений, в который можно все внедрять, действовать активно, идти напролом. Продолжать, да, и если вы начали там в первой, второй, в третьей неделе марта и собрались в коридор затмений продолжать, то тогда отлично. Тогда этот коридор затмений вы пройдете как надо, проживете его отлично, прекрасно, да, потому что будет очень много энергии на сам коридор затмений, и эта энергия как раз-таки действий. И здесь, конечно же, два варианта, когда можно действовать, и тогда вся жизнь пойдет туда, куда нужно, либо же, если энергия не будет расходоваться, вот сколько ее вот выделено, то пойдет она, к сожалению, на ссоры, на разбирательства, на ругательства. И здесь, конечно, такой момент, когда всегда страдает личная жизнь. Я же из тех, кто всегда вот советую нагрузить себя большим объемом работы для того, чтобы потратить энергии даже больше, для того, чтобы она вот такая ушла, самокомпенсация вот этой негативной энергии эмоций, потому что в коридор затмений вы в прямом смысле, дорогие львы, будете, я бы так сказала, скованным вниманием, окружением, договорными отношениями, да, вот и этой коммуникацией, которая вроде как
как хочется поступить по сердцу, а нужно поступить по документам, да. И здесь вот такой момент, который будет у вас вводить такое в заблуждение, нестыковку, и будет, вот я бы так сказала, захочется поругаться. Не ругайтесь, помните, что после коридора затмения у нас будет ретроградный Меркурий, но он начнется еще раньше, он начнется в коридор затмений с начала апреля, да, ну то есть вот такая накладка идет, он, конечно, максимально разгуляется как раз-таки к концу коридора затмения, и до конца апреля у нас ретро-мерк, да, до 26 апреля ретроградный Меркурий, поэтому если же вы хотите что-то, да, забегая вперед, что-то сделать, чтобы быстро закончилось и у вас много сил не отнимало, начинайте в ретроградный Меркурий. Дело быстренько вот так вот закончится, не будет очень много сил, энергии забирать, поэтому многие-то и говорят, что в ретроградный Меркурий очень классно наводить уборку и порядок. Ты ее по-быстренькому сделал, и больше к этому никогда не вернешься. Поэтому вот такие дела в работе. Что касается в работе, как будет двигаться, как продвигаться, рассказала, какие сферы будут активны, да, естественно, в начале марта, первые 2 недели. Это работа продуктивная, стабильная работа по графику, работа там, где не нужно, я бы так сказала, такое особо чрезмерное творчество, креатив, там необходим больше такой стабильный подход, да, при этом конструкторский подход, проекты связанные в том числе на будущее, но при этом, если вы в них уже работали, если вы их уже продвигали, такие основательные, большие, громкие проекты, да, строительство в том числе тоже будет хорошо, все сферы связаны с бюрократическими делами, в том числе тоже с бумажками, да, к сожалению, если вы не любите или же наоборот вы любитель, и при этом все, что связано с новостями, то же самое, я бы так сказала, будет отлично идти, отлично процветать. Вообще, в принципе, март месяц, когда будет очень много новостей на небе, вообще, в принципе, на небе, в нашей жизни, да, аспекты складываются на небе так, что, да, будет очень много новостей, будет очень много событий, поэтому для того, чтобы не впадать там в панику от того, что какая-то новость идет следом за другой и вводит в такой, я бы так сказала, внутренний хаос, абстрагируйтесь от новостей, сделайте себе подарок, занимайтесь собой, своей жизнью. Так будет продуктивнее и качественнее ваша жизнь в марте, потому что, я бы так сказала, конец месяца и начало весны будет зависеть именно от вашего эмоционального состояния, поэтому проведите март в работе и в работе настолько хорошо, чтобы в коридор затмений продолжать те дела, которые вы либо начали в марте, либо начали ранее, да, для того, чтобы в полной силе пустить весь свой потенциал, не растратить. В 3-й неделе марта уже сказала, что классно подойдут творческие проекты. В коридор затмений я бы нового не советовала ничего начинать, но все же, ребята, на планете мы все с вами понимаем примерно 700-800 миллионов львов, все разного времени рождения, все разного возраста, воспитания в том числе, и у всех не может быть одинаковый прогноз, поэтому, если у вас свой персональный вопрос, оставляйте в комментариях под этим видео, только, пожалуйста, дата, время, место вашего рождения и четкий вопрос, ребят. Рассказать что-нибудь про вас я могу очень много, объемно и обширно, и интересно, но это, конечно, все-таки на натальной карте, да, а здесь все-таки я ограничена временем, поэтому задавайте свои вопросы четкие, ну, либо же в описании канала ссылочка на сайт, записывайтесь на консультацию, там будем только про вас и много. Вот такие дела. Что касается любви, март месяц, который, я бы так сказала, прекрасно романтический, от слова романтика, страсть, от слова гулять, встречаться, заводить знакомства, заводить, я бы так сказала, романы, причем первые 2 недели марта отлично подойдут для бракосочетаний, для вот фиксирования отношений. 3-я неделя марта, ну, только если по большой любви, вот прям по большой любви, прям вот по душевному счастью и радости. Можно фиксировать отношения, в ЗАГСе я имею в виду, да. Последняя неделя в коридор затмений я бы не советовала, вот прям не советовала бы. Это будет союз, который будет такой большой, обширный, красивый, но при этом
расставание будет такое же громкое. Поэтому, да, мои дорогие, повремените, переложите, перенесите это событие, ничего не случится, все будет хорошо, но главное, понимайте, что для любого события необходимо свое собственное время для того, чтобы оно сложилось так, как хотите это именно вы. Напоминаю, время и наше отношение к событию – это очень важный момент. Поэтому если у вас что-то сдвигается, передвигается или рушатся планы, особенно в коридор затмений, ни в коем случае не надо относиться к этому как «все, мне не суждено». Нет, ребят, просто будет шарашить очень много энергии. Мы с вами вступили в очень яркий, мощный, интересный, продуктивный год. И если мы каждый год бы столько все вместе расходовали энергии, сколько вот в високосный 24-й, да, мы бы были уже такие закаленные, но мы бы уже такие на лайте ходили. А здесь нет, в этом году энергии очень много, и все ее потратят гораздо больше, чем в 22-м или в 21-м году, хотя нам казалось, что те года, они так себе вообще непростые, да. Ребята, этот год будет еще сложнее, по нарастающей идем. Поэтому фиксируйте свои силы, понимайте, что все, что происходит сейчас, это ну, такая подготовка. Не надо относиться ко всему фатально. Помните, исход события, даже если оно неблагоприятно, на 80% зависит от нас с вами, от каждого человека. Это я как прогнозист говорю, который занимается этим делом годами. Поэтому понимайте, что ваше отношение к событиям вашей жизни зависит только от вас, как вы к этому относитесь. Если вы тяжело к этому относитесь и создаете из каждого маленького события трагедию, значит, они будут для вас трагичны. Вы будете очень много энергии на это распылять, и вы будете переживать по этому поводу. Поэтому поймите, что в глобальном масштабе март будет месяцем, который заставит потратить энергию, однозначно. В работе, да, в любви будет поприятнее, конечно же, романтичнее. В работе и первые 2 недели, 3-я чуть-чуть расслабленная неделя, и в коридор затмений 4-я финальная неделя, да, ну там 4,5. Я бы так сказала, этот момент, который такой очень яркий. Причем коридор затмений будет давящий. И здесь не продавливайтесь. Если вы чувствуете, что у вас не хватает сил, не хватает энергии, займитесь спортом. Займитесь спортом, бегом, активным. Сейчас знаю, мне напишут, у меня и так нет сил заниматься спортом, еще откуда не появится. Представляете, да? Для того, чтобы было счастье в жизни, счастье нужно строить, счастьем нужно заниматься. Точно так же, да, под лежачий камень вода не текет. Для того, чтобы нужны были силы, необходимо эту силу в себе раскачивать. Да, естественно, я понимаю, что если вы там годами не занимались спортом, вы сразу не пробежите марафон, но начинайте по чуть-чуть дома обычные бытовые упражнения для того, чтобы поднять энергию, потому что, ну, коридор затмения, он будет вот такой. Он будет напряженный, он будет давящий, он будет отвлекать, он будет расходовать очень много сил, эмоций, энергии. И здесь есть вариант поругаться со всеми, конечно же, разругаться на работе в том числе. И вообще сказать так, все, что я в этой жизни делал, я хочу убрать, начать все сначала. Не спорю, для кого-то это нужно, особенно если вы там 37, 38, 39, 40 и 43, 44, вы человек, которому необходимо пересмотреть вообще все, что вы занимались, но здесь история не того, что все бросить, начать совершенно другое. Возможно, подход нужно поменять. И не обязательно все удалять, забрасывать, и, там, я не знаю, удалить свою страничку соцсетей. Нет, нужно поменять подход. И это нормально. И это такой взрослый подход, понять, что да, где-то взгляд замылился, где-то ошибок натворила, и просто хочу пойти дальше. Поэтому вот такие дела, мои дорогие. Март, я бы так сказала, будет отправной такой, мощной точкой, особенно после коридора затмений. Конечно, я про него еще поговорю в апреле. У вас все будет очень мощно начинаться, именно ваш коридор затмений будет начинаться ближе к апрелю. То есть сначала коридор затмений на вас не очень сильно будет влиять. Но к концу коридора затмения прям будет столько очень-очень много эмоций, энергии скопившейся. И об этом мы, конечно, поговорим с вами в следующем прогнозе. Поэтому рука на пульсе, я на канале. Если у вас есть вопросы, вы знаете, где их оставить, либо ссылочка на сайте.
Ребят, я желаю вам активного, продуктивного месяца. Понимайте, что месяц по большей части философский, требует от вас включенного ума, рациональных действий, в том числе. Без рациональных действий не получится. Конечно же, будет желание весь месяц протранжирить жизнь. Тем более весна подходит, и еще солнце в рыбах. Такое настроение, состояние, когда хочется растратить, погулять, повеселиться. Ребят, соберитесь. Соберитесь, есть там окошечко, где можно погулять и веселиться, а в другое время я бы все-таки вам советовала бы очень подойтись, я бы так по козерожьи отнестись к своей жизни серьезно, фундаментально, особенно к курсу, направлению, куда вы идете. И тогда эта весна для вас сложится, ой, как хорошо. Апрель тогда для вас будет потрясающим и продуктивным. И здесь нет ничего такого, знаете, там сложного, ужасного. Нет, не очень сложный месяц. Вообще, в принципе, в 2024 году сложноватый, но терпимо. Поэтому не волнуйтесь, все будет хорошо. Я желаю вам прекрасного марта. Действуйте, активничайте, проявляйтесь, будьте с собой истинными львами, и все у вас тогда точно получится. Ребят, по классике в конце актуальные ролики, которые вы можете посмотреть, опереться и принять верное решение. А я желаю вам прекрасного месяца. Увидимся в следующем видео. Пока-пока.